Добро пожаловать на бивак, здесь рады всем. С вами завхоз Лена, и сегодня мы с вами приготовим очень сытный мясной салат мельник. Этот салат является фамильным для нашей семьи. По одной из легенд, бабушкина подруга вычитала его в классической литературе. Этот салат готовили нечасто, буквально 1-2 раза в году, потому что печень за него точно не скажет спасибо. В своих исследованиях я так и не нашла никакой связи с литературой, кроме как названия басни Крылова. А также было 2 кулинарных составителя – Мельников и Мельник. Совпадение? Не думаю. И у одного из них встречался этот рецепт. В итоге я пришла к выводу, что это, скорее всего, кулинарное домашнее творчество советского либо постсоветского периода. Приступаем к приготовлению. У данного салата очень много имен. И мельник, и старый мельник, и мужские слезы, лесная сказка и много-много других. Начну с версии, которую готовлю чаще всего. Это такой усредненный вариант, и в нем используется картофель в качестве подушки снизу. Картофель отвариваем, натираем на терке, добавляем в него растительное масло, соль и перец и перемешиваем. Также есть вариации с морковью, но они больше идут про какую-то лесную сказку и когда, например, используется опята либо микс грибов. А для сборки я использую кольцо, но отлично подходит также прозрачный салатник. На дно кольца я утрамбовываю картофель, а затем промазываю майонезом. Далее идет мясо, сверху лук и соленый либо маринованный огурец. Лук также может быть маринованным, может быть пассерованным. Еще немного майонеза, далее грибы, яйцо, еще немного майонеза, сыр. И далее повторяем те же самые слои в таком же порядке. Самый верхний слой – это обильное большое количество натертого сыра. Так как фишка этого салата в слоености, а грибы я использую консервированные шампиньоны, они очень светлые, они не дают темный слой от грибов, если использовать, например, какие-то маринованные грузди, либо восстановленные белые грибы. Поэтому разбивать в этом случае никакого смысла именно по слойности нет. Лучше эти светлые грибы добавить ближе к яйцу, чтобы, в общем, подчеркнуть слоистость, чтобы создать такой градиент от темного мяса к светлому наверх. Но мой папа бы сказал, никакого мельника с картофелем. Поэтому вот аутентичная версия моей бабушки, которая совпадает с множеством источников. Здесь принцип многослойности используется так, что слои повторяются 2 раза, но внизу используются грибы, а выше мясо. Также в некоторых источниках после грибов и лука идет растительное масло, а не майонез. А теперь в краткости про бюджетную версию и, скажем так, премиальную. В бюджетной версии мы используем отварную курицу и какие-то грибы типа жареных шампиньонов либо маринованных. В премиальной версии мы уже используем вареную говядину и грибы уже выше классом, соответственно маринованные грузди, либо белые грибы сушеные восстановленные. Они, кстати, лучше всего подходят. И, соответственно, если у нас бюджетная версия, то сыр у нас идет класса типа российского, голландского. Если мы используем более дорогие ингредиенты, то берем сыр уже выше классом. Это пармезан 3-6 месяцев выдержки, либо швейцарский прям хороший сыр. И небольшое дополнение для усиления вкуса. Лук, безусловно, лучше подмариновать, либо пассеровать. Если нет на это времени, то хотя бы обдать кипятком. Грибы, если свежие, тоже отлично раскрываются, если их немного обжарить. С майонезом можно делать 2-3 толстых слоя и отставлять в холодильник, чтобы он схватился и подчеркивать слоистость. Либо можно, как я, по чуть-чуть каждые 2-3 слоя промазывать, чтобы у салата был эффект пропитанности. Это чистой воды вкусовщина, и здесь решать вам. И я хочу поблагодарить всю свою семью, которая каждый год, Новый год, обращается ко мне за этим рецептом. И я это говорю без какого-то сарказма. Мне действительно приятно, что меня считают хранителем этого рецепта и сподвигают на такие небольшие кулинарные исследования. А также в преддверии Нового года мы хотим поблагодарить всех, кто смотрит наши видео эти 2 года. Также за последний месяц бивак стал больше, чем просто каналом с видеорецептами. Теперь у нас регулярно выходят полезные статьи на Дзене. В декабре они выходят каждый день. Со следующего года мы не планируем снижать наши темпы. Так что оставайтесь с нами на биваке, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.